Когда я вспоминаю, во что я больше всего любил играть в 90-х, то одной из первых на ум приходит игра WWF WrestleMania The Arcade Game. Да, это рестлинг, но не спешите расходиться, потому что этот рестлинг не в привычном виде борьбы, а скорее аркадный файтинг. Give it to him good when WWF WrestleMania slams out of the arcade and into your home. To thine own self be true. With the most true-to-life wrestling you've ever seen. Love thy neighbor. Bob Hurts in the World Wrestling Federation. Do unto others. Do it to him first. WWF WrestleMania the arcade game for leading home systems from Acclaim. No pain, no gain. Собственно говоря, на аркадных автоматах он изначально и появился, а оттуда уже был портирован на 7 домашних платформ. И вот, когда я снова захотел насладиться любимой игрой детства, то, недолго думая, купил версию игры для SNES. Но тут я ошибся, ведь помимо всяких мелочей, игра потеряла 2 играбельных персонажей и вместо 8 их тут 6. Пришлось все-таки разобраться в вопросе, и, как оказалось, привычный мне порт на Sega Genesis самый лучший. Остальные страдают тормозами, загрузками посреди боя и понижением фреймрейта. К тому же, по расположению кнопок, этот джойстик наиболее приближен к аркадным автоматам. Как я уже сказал, это динамичный файтинг. Но для многих слово «рестлинг» является клеймом на игре. Такие и слышать ничего не хотят о таких играх. И поэтому многое упускают. Ведь разработчик игры — компания Midway, а ее Mortal Kombat любят все. А теперь представьте ту же динамику и безумство, только на ринге. Здесь даже управление сходное. Я думаю, она вам понравится. Бойцов всего 8. Согласен, не густо, но давайте я вам их представлю. Клоун Доинг – самый безумный боец. Пользуется хитрыми уловками и нечестными приемами. На самом деле Доинг – это эдакий переходящий образ в мире рестлинга. Первым его использовал Мэтт Осборн, а затем еще и несколько рестлеров. Рейзер Рамон, или многим знакомый как Скотт Холл, успешный рестлер, известный своими пристрастиями к алкоголю и наркотикам, заслужил себе скандальную славу и множество титулов и наград. Андертейкер, слоган «Он хоронит их живьем», мрачный вид и атрибутика истинного гробовщика не оставит никого равнодушным. Успешно продолжает свою карьеру и по сей день увеличивая армию своих поклонников. Якодзуна. Это слово означает «борец сумо самого высокого ранга». Но сам он не японец, как кажется на первый взгляд, а американец. Один из самых тяжеловесных бойцов за всю историю рестлинга. К сожалению, скончался в 2000 году от отека легких, весив на тот момент 310 килограмм. Шон Майклс. Чувак, который очень уж любит красоваться собой и своим телом, что, впрочем, не мешает ему быть прекрасным рестлером и по сей день. Он настоящий профессионал старой школы. Бэм Бэм Бигелоу. Еще один толстяк. Так любил огонь, что наколол себе пламя во всю свою лысую башку. Несмотря на приличный вес, он всегда быстро двигался. В 2007 году умер в результате неудачного эксперимента с наркотиками. Брэд Харт. Еще один известный по всему миру рестлер. Помимо этого, еще и писатель и актер. 8-й ребенок Стю Харта, легенды канадского рестлинга. Его брат Оуэн был тоже весьма известным рестлером. В общем, Брэд Харт – потомственный боец. И, наконец, Лекс Люгер. Этот персонаж умеет отращивать на своем теле всякие металлические штуки. Помимо рестлинга занимался футболом, естественно, американским. До сих пор время от времени появляется в федерации WWE под именем Нарциссист. У каждого из них отличный набор всяких суперударов и приемов. Но вот в инструкции указано довольно мало. Мол, ищите сами. Тут нам на помощь приходили книжки с секретами для Сеги. И это очень сильно помогало нам и разнообразило махание руками и ногами всякими ударами, током, могильной плитой, а также, конечно же, приемами рестлинга, которые нужно делать из захвата. Для того, чтобы делать все эти бэкдропы и пейл-драйверы, нужно нажать вперед-вперед Z.
это захват, а затем уже комбинацию для приема. Еще в инструкции не указано, что многие из этих вещей можно делать не один раз, а 4. Главное найти, какую кнопку нажимать после приема. Так, например, делаем захват доинком и нажимаем вниз-вниз Си. Бьем соперника об пол 1 раз. Делаем все то же самое, но после вниз-вниз Си несколько раз быстро нажимаем A. И получаем 4 таких удара. Это гораздо веселее, согласитесь, но это еще только начало. Самое веселье начинается, когда вы, немного привыкнув к игре, обращаете внимание на линейку комбо, набирающуюся вверху экрана. Это тоже не описано в инструкции, но так как многие приемы начинаются с двойного нажатия вперед и какой-либо кнопки удара, то рано или поздно вы начинаете понимать, что у Бэм Бэм Бигелоу с набранной линейкой комбо из захвата вперед-вперед Z делает серию быстрых ударов и тут же сбрасывает линейку комбо. У Шона Майклза тот же эффект от вперед-вперед A, а у Undertaker от вперед-вперед C. Еще немного практики, и вы открываете игру с новой стороны. У каждого персонажа по 2 основных комбо. Принцип нажатия кнопок тут прост. Объясню на примере Undertaker. Вперед-вперед Z — это захват. Потом снова вперед-вперед, затем несколько раз кнопку C, затем A, X, Z и так по кругу, пока комбо не закончится. То есть нужно найти первую кнопку в комбо и направление, в котором нажимать остальные, по часовой стрелке или против часовой. И хоть из врагов льется не кровь, а сыпятся всякие кегли, рыба и прочая чушь, местные комбо вполне сравнимы по жестокости и зрелищности с бруталити в Mortal Kombat. Помимо 2 стандартных комбо можно получать их разновидности. Например, посреди комбо нажать любую внеочередную кнопку или даже комбинацию. И такие эксперименты порой дают неожиданные результаты. Можно закончить комбо эффектным приемом или подкинуть соперника высоко вверх. В детстве я записывал такие комбинации и до сих пор сохранил эти записи. Так вот, за Рейзер Рамона я, к примеру, придумал, как выполнить 17 разных комбо. А сколько всего тут можно вытворять в кооперативной игре. Только главное не мешать друг другу. Мануал-то скудный, но в конце есть одна очень занятная страничка. Вот, посмотрите. Можно заказать VHS-кассету с гайдом по игре и советами от рестлеров за $15. Копию такой кассеты сейчас очень сложно найти. Но разве это остановит фаната игры? This action is so real, it's like the WWF superstars are in the game. Как оказалось, информации на ней не так уж много, видео длится меньше 20 минут. Помимо пары приемов, о которых я никогда раньше и не слышал, тут учат делать некоторые комбо, но самое главное — это уникальные кадры создания игры.
we require the help of the biggest names in the World Wrestling Federation, including Yokozuna, The Undertaker, and lots more. Ну и то, как Брэд Харт заливает нам о том, как он проконтролировал весь процесс создания игры, а на самом деле занимался какой-то фигней. You know, I just didn't want to walk into this thing cold. You know, you have to prepare. You have to do your homework. I started with the basics. Полное содержание этой кассеты я специально выложу для вас вот на этом сайте. Жаль, но некоторые моменты из оригинальной версии игры для аркадного автомата все-таки вырезали. Там у каждого бойца были эндинги после прохождения турниров. Истории о них, ну наподобие Mortal Kombat. А еще были фаталити. Только представьте, фаталити! Правда, только одно. У Андертейкера. Вниз-вверх и удар рукой. По некоторым слухам, изначально Midway планировало сделать фаталити для всех бойцов, но по какой-то причине им это запретили. Вообще слухов об игре много. Например, то, что в версии для Genesis и Mega Drive тоже можно сделать это фаталити, но как я не пробовал, ничего не получилось. А еще то, что у Доинка и Казуны есть фаталити, и о том, что кто-то официально заявил о скрытом рестлере, но ничего этого так и не удалось обнаружить. Постепенно собирая все больше и больше информации о любимой игре, я наткнулся на незаметную строчку в Википедии о том, что у игры есть сиквел WWF in Your House. Быстренько нашел видео опенинга и... В предвкушении чего-то прекрасного я не стал смотреть геймплейные видео, и через 3 недели посылка была в моем почтовом отделении. «10 бойцов, из них 7 совершенно новых, фаталити для всех, режим прохождения сезона и мультиплеер на 4 игроков. О да!» Какие громкие слова и какая жестокая правда. Игра получилась абсолютно нелепой на всех 3 платформах: PlayStation, Sega Saturn и PC. Здесь появились такие классные рестлеры, как Оуэн Харт, British Bulldog и Хантер Хёрст Химсли, но даже старые бойцы с тем же набором движений ведут себя убого. На ринге разбросаны какие-то пауэр-рапы, которые портят всю игру, потому что появляются внезапно и зачастую нет шанса от них увернуться. И вот ты посреди своего классного приема или комбо стоишь и трясешь головой. Каждый боец имеет свой ринг, оформленный в его стиле. И зачастую это просто какая-то клоунада. Зрители повторяют 2-секундную зацикленную анимацию и даже повторяются на одном экране. Музыка, что в меню, что в самой игре, ведет себя черти как, то появляясь, то исчезая. Озвучка кошмарная. Особенно фразы «пинем» в конце боя. Послушайте. Такое ощущение, что на озвучку брали школьников или местных пьяниц. Куда им до Винса Макмахона или Джерри Лоулера, которые комментировали предыдущую игру. Время от времени звучит закадровый голос «What was they thinking?». Действительно, Acclaim, о чем вы только думали, когда делали это? Жизни кончаются гораздо быстрее, а время восстановления после сильных ударов увеличилось. Из-за этого бои стали маленькими, а при этом еще и долгие загрузки между боями. Вечная проблема CD-диска как игрового носителя.
Да какой там между уровнями? Если в бою участвуют более 4 персонажей, то перед тем, как выйти на ринг, каждый следующий боец будет подгружаться. И неважно когда, посреди вашего комбо или когда вы уже без жизни валяетесь и осталось только дождаться гонга, сообщающего о проигрыше. После всего этого возможность играть вчетвером через мультитап уже как-то и не рассматривается. Режим Season. Я думал, что его прохождение, как и в других рестлинг-играх, подразумевает сюжет, прокачку, бои на автостоянках и за кулисами. Но нет. Нужно просто по очереди победить всех, включая самого себя. Это нормально в аркадном файтинге драться с таким же персонажем, как и ты, но не в сезоне же. Ну, хотя вот с Андертейкером однажды такая штука и действительно происходила. Но это исключение. Да у In Your House даже реклама была нелепая. WWF in your house from Acclaim. Ну и на сладкое вот вам несколько фаталити. Или суперпинов, как они тут называются. The belief in the Ultimate Warrior. Perfect. See ya, and I wouldn't want to be ya. Если и стоит в это играть, то только из-за видеороликов, которые можно посмотреть после прохождения любого режима. Покойся с миром на полке, дружище. Unbelievable! Yeah.